знаю. Ну, если слушать их, у меня оценки здесь, кстати, Ну, вообще... даже если слушать их просто. Они говорят, что все эти года их бомбили, кошмарили, а сейчас этого нету. Так И они же сейчас тоже идет бомбили и кошмарили. восстановление Донецка и Луганска, идет восстановление полного хода. Не, на сегодняшний день именно. Стоило оно того или нет? Слушая людей из Донецка и с Луганска, да, тогда да, стоило. Здравствуйте. Откуда вы, о чем общаетесь? Я из Москвы. Общаюсь о чем угодно. Я из Киева общаюсь на тему войны, политики и истории. Ну, давайте. Что? Какие у вас есть вопросы? Сначала, какой вчера был праздник? День России имеется в виду? Да. У нас или где? Да, в России. День России, да. А к чему он привязанный? Приуроченный? Понятия не имею. Понятно. День России. Почему на территории России мало кто знает, что значит День России и к чему вообще этот праздник? Откуда мне знать, почему? Может, потому что мало об этом в школе говорят, изучают. Не знаю я. А как вы вопрос? К чему приурочен или как там? Ну да, к чему приурочен? Все верно. Давайте узнаем. Да не, я-то знаю, мне просто интересно было у вас. Я для себя, да. Теперь и мне стало интересно. Так, что День России, да День России. К принятию декларации о государственном суверенитете 90-го года. Ну, понятно. Как получается, есть и День Украины, значит, должен быть, да? День Украины, у нас День независимости Украины есть. Ну, День независимости Украины, ну, по сути, да. В 90-м году, а у вас в 91-м году, да, у вас независимость? День независимости, да, в 91-м году, но декларация о суверенитете в 90-м году тоже, только 16 июля. Ну, понял. Ну, вот видите, нашли ответ теперь. Ну, как бы в моей жизни это ничего не изменило, но вот теперь знаю. Ну, как бы да, вроде ж ваша страна, надо же знать. Да, блин, все невозможно знать, чего уж там. Понятное дело, понятное. Как там у вас в целом? Я читаю новости, что в Москве уже топливо тоже продают по 20 литров на руки. Пока нет такого. Ну, что-то новости сегодня писали. Врут? Не знаю, конечно, именно сегодня я еще не выезжал, но вот буквально вчера заправился. Не, вчера еще было нормально, это именно сегодняшнего дня. Тогда ничего не могу сказать, сегодня никуда не выезжал. Понятно. А в Крыму что там, как вы регулировали ситуацию? Ну, в Крыму что-то, да, слышал, что прям там пожестче все дело, там похуже. Ну, постепенно, потихонечку все равно как-то урегулируется, так что... Ну, исходя из того, как горят НПЗ, вряд ли урегулируется. Ну, вряд ли быстро урегулируется, давайте правду говорить. Ну, с учетом того, что у вас горят именно НПЗ, основная масса производства у вас построена на зарубежных компонентах, это очень не быстро будет. Ну, вот я и говорю, вряд ли быстро. Да. Все правильно. Пока что все правильно. Вот все, что говорим, все четко, все по делу. И стоило оно того? Что именно? Начало войны с Украиной. Начало войны, вот 5 лет назад, и то, что сейчас происходит, вот, Ну да. Да, ну, кто ж, во-первых, знал, что к такому приведет, что до такого дойдет. А как так вышло? Ну, так вышло, что вы начали наращивать что там, беспилотное производство. Ну, я так понял, что у вас и в Европе, да? Я же правильно говорю? Вы производите, Европа производит для вас, вот у вас стало... Нет, мы в Европе производим свои дроны. Ну, я говорю дрон, Нет, мы в Европе производим. Но. Это наши заводы там стоят. Но. Потому что они просто защищены тем, что вы по территории Европы ударить не сможете, поэтому мы, да... Так я так примерно сказал. Может быть, может, я как-то не так выразился. Я это и имел в виду, вот то, что вы сейчас сказали. Вот, это, я думаю, было неожиданно. Вот, ну, сейчас как-то с этим будут бороться, вот и все. Ну, исходя из того, что война сейчас перешла в разрез дроновой, да, и основное сейчас вообще, в принципе, война идет в дронах, и Украина, получается, объемы, сам даже Путин, да, там заявлял, что Украина поставки дронов самое большее количество, чем у России, если мы говорим там про малые и про крупные дроны, то... Да, Путин это заявлял. Это не на этом форуме было, это на какой-то предыдущий, там он где-то там рассказывал, и он прям это сказал. Я аж удивился, что Украина в дронах там прям большие эти показатели имеет. Давайте посмотрим, как там Путин заявил, что Украина производит больше дронов. Заявил, что Украина производит больше дронов, да? Да. Дронов,
Россия. Ну, вот вижу, что он сказал, что расширяет. Это да. Так, сейчас поглубже копну. База, Киев Нет, везде пишут, что Путин сказал, Киев расширяет исполнение БПЛА для того, чтобы расколоть общество РФ. Ну, такого конкретно он не говорил. Да-да-да. Сейчас. В Украине развивается производство ВПФ-дронов, а также нет. Ну, конкретно он не говорил, что на Украине больше. Не, я не говорю, что типа это сильно важно, но факт того, что он такого не говорит. Сейчас, секунду. Давайте. Так, пресс-конференция 2025 года. Владимир Путин заявил, что российской армии не хватает тяжелых беспилотников и что Украина имеет преимущество по количеству дронов типа Баба-Яга. Так в России обычно называют украинскую тяжелую мультипликаторные бомбардировщики. Сейчас попробую найти непосредственно его видео. Defense Express. Короче, переход могу показать саму статью. Ну, она, понятно, украинская. Надо найти просто именно российский переход на российскую К статью. сожалению, мне такого вот не удалось найти. О, dailystorm.ru, вот. Где она тут? Так вопрос в целом даже не в количестве, а в том, как мы перешли к теме демилитаризация, которая в России, получается, абсолютно никак не достигла никакого успеха. Ну, как будто бы на данный момент даже наоборот. Да, как так получается, что Россия пришла демилитаризировать Украину, а по итогу получилось... Ну, пока что так, да. Бесспорно. Пока что так. Так, ну здесь много ссылок. Медузы Дмитрия в России, вглубь. Так, короче, целая куча их. Ну, можете потом загуглить, посмотреть. Ну, В принципе, что-то он подобное особо, говорил. да, не влияет ни на суть разговора. Да. Демилитаризация, да, на данный момент нет. Как сказать, Я правильно сказал, да? Ну да. Антимилитаризация получается, да? На данный момент так, да. А какие предпосылки к тому, что что-то изменится? Я не знаю, но это же должны там наши руководители подумать, обдумать, все сделать и сделать все, чтобы было наоборот. А как вы видите вообще разрешение всей этой ситуации? Как закончится война? Здесь то, так, мирными переговорами. Ну, тут же почти точно и всегда. Ну, понятно, а на каких условиях? А вот это все будет зависеть от того, что будет на поле боя происходить в этот момент. Ну, вот сейчас у нас поле боя, у вас как бы Вот, продвижения да. есть, но они настолько незначительные, что... Да, и поэтому сейчас никто ни на какие условия не согласится. Потому что не вы особо прям уж не сказать, что вы что-то супер такого сделали, чтобы мы сразу на ваши условия согласились. И мы что-то такого не делаем, чтобы вы согласитесь на наши условия. Поэтому, не знаю. На данный момент стагнация, все. На данный момент мы, в принципе, остановили наступление России, да, на линии боевого соприкосновения. Вы правильно сказали, оно сейчас очень замедлилось. Оно все-таки Да. идет, очень. Я имею в виду, что вот этот вот, назовем это так, развитый успех, да, у России был развитый успех, где Россия шла определенными темпами, и вот этот вот развитый успех Украина остановила, да. Вот. И получается, что сейчас вы имеете большие проблемы с нефтянкой, с НПЗшками, и это все центральная часть России. И плюс Украина вышла в то, что мы уже бьем дронами в целом каждый день. То есть, если раньше это были какие-то такие... Я понял, да. Не знаю, я не могу о чем-то заявлять конкретно, но вообще за все эти 5 лет уже было понятно, что с вашей стороны, что с нашей стороны. Начинает что-то происходить, да, плохое, например, с вашей стороны, да. Вы потихонечку это как-то раз, и все, это больше не происходит. Так же и у нас.
И я думаю, что здесь сейчас та же самая ерунда, что да, вот это происходят нехорошие вещи, но они потихонечку сойдут на нет, потому что где-то что-то перестроится, где-то мы начнем себя вести по-другому и так далее. И вам придется что-то искать другое, а нам, соответственно, что-то другое. И так оно пока что и будет. Вот, ну, если вы заметили, оно вот так волнами идет за эти все 5 лет. Окей. А как вы видите вообще, стоило оно того или нет, ну, вот на сегодняшний день оценивая? Вот я смогу это так ответить только, когда все это закончится. Не, на сегодняшний день именно. Стоило оно того или нет? Слушая людей из Донецка, с Луганска, да, тогда да, стоило. Пока что да. А что именно стоило? Что вот слушая их, что они Ну, говорили они такого? все к ним говорят, что как хорошо, что пришла Россия, и почти все говорят, что как жалко, что раньше этого не произошло. Вот. Мгм. То есть, получается, пришла Россия и начались боевые действия в Донецке и Луганске, и это хорошо. Это вот вы у них спросили, да. Они так отвечают, да. Не, ну в целом, по сути, получается ситуация. То есть есть Украина как территория, на этой территории есть какие-то два вот таких вот района, которые почему-то решили незаконно отсоединиться и спровоцировали войну кровопролитную с огромным количеством смертей и убийств. Мгм. Что в этом может быть хорошего? Я не знаю, это вот скорее к ним вопрос. Ваша оценка. Не знаю, ну, если слушать их, у меня оценки здесь, кстати, Ну, вообще нет. даже если слушать их просто. В чем- Они говорят, что все эти года их бомбили, Мгм. кошмарили, а сейчас этого нету. Так И они же сейчас тоже идет бомбили и кошмарили. восстановление Донецка и Луганска идет в восстановление полным ходом. Так они же тоже бомбили и кошмарили. Это вот я не знаю. Ну, если мы возьмем отчеты, да, и анализ потерь, то с 2014 года по 2022 год общее количество погибших там 13 или 14 тысяч, 14 800. Мгм, мгм. Из них 3800 человек – это мирные жители. Мирные, Из так. них, из 3800, получается 1400 плюс. Это те, которые придерживались и поддерживали сторону Луганска-Донецка. 1100 плюс – это те, которые были на подконтрольной территории Украины и придерживались стороны Украины. И там 1000 с копейками – это неопределенные. То есть они погибшие, но никто не знает, какую сторону они там принимали. То ли ЛНР, ДНР, то ли Украина. Так. Вот, получается, как бы Луганск, Донецк тоже бомбил и кошмарил Украину. Украину. Ну да. Что, все такие маленькие, такие. Ну, как вы видите, да, получается, произошли сейчас такие кошмарные жертвы, в принципе, из-за того, что кто-то решил жить с Россией. Так в чем была проблема поехать в Россию? Вот этого я вам не скажу. Ну, те, кто хотели-то, они так и поехали. У нас здесь, знаете, сколько машин с украинскими номерами ездит? Так а зачем было войну Я не развязывать? думаю, я думаю, что это как раз-таки с Донецка, с Луганска большинство. Я вот думаю, например, что надо было в 2014 году, если Россия так сильно переживала за эти регионы, взять вот эти все деньги, которые вы там потратили сейчас на войну, отгрохать им мегаполис, и пускай себе живут там, и люди бы жили. Кстати, хорошая идея, да. Вообще там такой можно было город современный построить на эти все бабки, что это прям, ну, завидно было бы. С количеством домов, которые сейчас надо отстраивать, те, которые уничтожены были Россией, да, и так далее. То есть это Ну, это прям... классная идея, да, классно, да. Видите, что не пришла она раньше-то в голову? Ну, потому что цель была все-таки не защита людей, а цель все-таки Еще территорию взять. захват территории. Только вот вопрос, как вот вообще в целом в 21 веке, да, захватывать территории? Для чего? Ну, они ж... Вот Россия сейчас имеет огромные проблемы с территориями, потому что большая территория создала для России глобальную проблему. Ее невозможно защищать. Угу. Так в чем? Как-то пускай решают это. Как бы большие территории, это наоборот плохо получается. Тут не могу сказать ничего, правда. Как-то пускай решают. Я знаю, что вот, ну, здесь это прям точная информация, что какие-то залежи там прям на $триллионы в Донецке и в Луганске находятся. Если их освоить, то, в общем-то, может быть, оно все и окупится. Вернее, да, оно точно окупится. Никак не окупится. Почему? Там $триллионы. Триллионы долларов, которые сейчас находятся какими-то даже там залежами, тут возникают следующие проблемы определенные. Первое. Что заработала бы Российская Федерация, если мы говорим с точки зрения государства, а не с точки зрения олигархата там, или так далее. То есть мы не берем вот этот вопрос, кто там заработает, просто берем как точку зрения государства. Государство вложило в эту войну огромное количество денег. Далее государство получит огромное количество проблем. Почему? Потому что все прекрасно помнят кейс Афганистана, кейс Чечни,
когда возвращались военные, после того, когда они научились решать проблемы путем того, чтобы стрелять в другого человека, они возвращаются обратно в гражданское общество и начинается строительство каких-то бандитских группировок и так далее. Проблематика заключается в том, что после Афганистана, как и после того, когда закончилась Чечня, количество людей, которые участвовали в этих войнах, они были маленькие. То есть это, если мы говорим в масштабах государства, это не такое большое количество людей, там 20 тысяч, там 30 тысяч человек, то есть это не показатель. То на сегодняшний день это уже миллионы людей, которые прошли через эхо войны. Это последствия будущего, которые требуется потом впоследствии тоже на это финансировать. То есть надо будет увеличивать полицию, увеличивать количество людей. Надо будет их лечить, ПТСРы, последствия того, что они натворят, а они в любом случае натворят, это 100%, то есть не без этого. Вот. Дальше. Жизни людей. Люди – это самый главный человеческий ресурс, который стоит просто неимоверное количество денег для каждого государства. Государство борется за человека. Почему? Потому что он и является, в принципе, основой экономики. И сейчас работоспособное население Российской Федерации в большом количестве является либо инвалидами, либо погибшие. А это большое количество людей, которые там, даже мы не будем называть какие-то цифры, в любом случае, даже если там 50 тысяч, это уже много для государства. И далее плюс сама по себе цена войны. Цена войны, которая вышла с учетом расхода всей экономики. То есть дроны, которые уничтожились, зарплаты, которые были просто выкинуты на ветер, это увеличило инфляцию, то есть и целая куча всего. В итоге получается, что вот эти вот ресурсы, а ресурсы мы не можем добывать просто так. Для того, чтобы добывать ресурс, требуется его производство. Завод какой-то, который будет... Завод стоит неимоверно огромных денег. Плюс надо будет все вот эти вот установки и все остальное. То есть... К сути, давайте. Суть в том, что почему на территории Украины с 1991 года Украина не разрабатывала природные ресурсы. Потому что большинство природных ресурсов, которые есть на территории Украины, было гораздо дороже построить завод, и вытянуть оттуда этих природных ресурсов получится меньше. Их много, но они в малом количестве разрозненные. И в итоге получается, что это экономически невыгодно. И тогда получается, что вот Россия, вот эту всю историю, что это ради ресурсов, получается ерундистика. Невыгодно, экономически невыгодно. Так, это я вот с ваших слов услышал. Да. Подтверждение есть какое-то этому? Конечно, природные, то есть оценка природных ресурсов на территории Украины. Это же то, что не секретно. Украина публиковала это все можно было увидеть, посмотреть, в каком объеме, какого ресурса. Можно, конечно, предположить о том, то есть теорию мирового заговора упереться и сказать о том, что есть какие-то ресурсы, которые у нас якобы в неимоверных количествах, но их просто не добывают, но это ерунда. Почему? Потому что если бы это было бы на самом деле, то с 91 года уже давным-давно какой-нибудь олигарх построил бы там завод и все-таки бы обрабатывал бы эти ресурсы для того, чтобы зарабатывать на них деньги. Давайте просто глянем. Да. Потому что, вы сказали, это, конечно, все красиво звучит, просто интересно, что нам искусственный интеллект на это скажет. Прям вот конкретно так она не отвечает на вопрос, насколько это сложно или не сложно. Сейчас попробую, конечно, как-то по-другому задать. Пока что пишут о том, что возможно. Так. Вот. Да, Google ИИ пишет, что сложно, но очень вероятно. Вероятно, не знаю. Не знаю, честно говоря, как я могу на это реагировать. Пишут, что сложно, но это и так понятно, что сложно, но вероятно. Что сложно, что вероятно, я не понимаю. Сложно, то, что вы говорите, что это сложно, это действительно сложно будет эти ресурсы все
не знаю, достать, переработать и так далее. Это сложно, но очень вероятно. Ну, вероятно, то, что достать-то их можно, это понятно. Мы же говорим про ликвидность этого, экономическую выгоду этого всего. Стоит ли оно того или не стоит оно того? Потому что Не пока знаю, что оно того не там стоит. нужно сейчас сидеть и углубляться, не знаю. Ну, Вот можете просто потом по факту прочитать, да. слышишь вот цифру, лежит на триллионы долларов. Ощущение, что, конечно, стоит. Сейчас мы там потратили, не знаю, сколько мы там, полмиллиарда долларов, сколько мы потратили на это? В смысле полмиллиарда долларов? Конечно, полтриллиона. Да, Россия потратила уже значительно больше денег. Больше триллиона долларов? Не можно. Сейчас посмотрим. Россия потратила на войну в Украине. Ну да, 600 миллиардов. Ну, почти триллион. Ну вот. Некоторые аналитики оценивают 700 миллиардов. Соответственно, Донецк и Луганск может дать больше, чем по людям. Люди, вы сказали, что я согласен, это самый ценный ресурс. Потратили тоже какое-то количество человек. Я не знаю, сколько там, по разным оценкам. Только миллион будет, да? 1,5 миллиона даже, если. Но с Донецка, с Луганска к нам пришло в любом случае больше на данный момент. Вот, поэтому на данный момент... Больше? Ну, людей-то больше. Но мы ж с вами говорим о трудоспособном населении. С Луганска, Донецка пришло много людей, но при этом пришло и пенсионеры, причем в большом количестве. А на территории Украины, как и на территории России, основная масса людей сейчас является стареющим населением. То есть очень много пенсионеров. У нас демографический кризис. В принципе, по всей Европе демографический кризис. Поэтому вы получили себе просто еще огромное тоже количество пенсионеров. Из них трудоспособного населения, как бы, я бы не сказал бы, что огромное количество. Ну, на данный момент у нас как там, самая маленькая, как это называется? Короче, людей, нам не хватает людей, которые могут работать. Или наоборот. Понятное дело, по причине того, что у вас депрессивный регион был отправлен на войну, огромное количество людей, которые из депрессивного региона, за деньги поехали воевать на территорию Украины, потому что вы им пряник дали. И понятное дело, что на фоне этого у вас сократится безработица. Это как бы у нас в Украине тоже сейчас безработица, да, сократилась. Причина ж не потому, что у нас много рабочих мест появилось. Причина потому, что у нас война идет, и нам сейчас требуются мигранты с Индии для того, чтобы они приехали. Как и у вас появились мигранты с Индии. Это результаты войны как раз-таки, да, нехватка рабочих рук. В общем, подведя итог, мирные переговоры, пускай там о чем-то договариваются, быстрее это закончилось бы, я был бы рад. Мое мнение. Так в каких форматах закончилось? Мое понимание, например, что Россия уходит с территории Украины, выплачивает компенсации, контрибуции, репарации. Ну, понятно. Ну, как бы я думаю, что наши, естественно, на это не согласятся, поэтому тут очень-очень вряд ли. Если вы не переломите что-то сильно на войне. Мое мнение такое. І ушов. Якщо вам сподобалась ця розмова, це означає, що ми говоримо однією мовою. Підпишіться, щоб наша спільнота зростала. І не забудьте про дзвіночок.